Всем привет! У нас очередной выпуск «А что если?». А что если лобода изменит форму своего носа или что-то другое изменит в своем лице? Вот прямо сейчас заходим в Google, и я выражу свое мнение. Делал ли этот человек какие-либо операции и что может сделать пластический хирург с внешностью Светланы Лободы. Чаще всего люди утверждают, что Светлана изменила форму своего носа. Если Светлана что-то и делала со своим носом, то это очень профессионально, потому что сохранены все естественные линии и пропорции носа. И вот именно поэтому много споров, делала или не делала. Здесь могу сказать, во-первых, не одинаковый ракурс, и вот эта горбинка, она не всегда видна. То есть горбинка в 3/4, как правило, есть у всех непрооперированных носов. Даже у самого прямого носа, как у меня, в 3/4 всегда есть небольшая горбинка. И когда вы поворачиваете лицо прямо, она исчезает. По этой фотографии нельзя судить, что была проведена операция. Многие из вас спросят по поводу губ. Ну, тут я ничего не могу сказать. Я точно видел и точно знаю, что бывают такие губы от природы. Ну вот если мы напишем Светлана Лобода до пластической операции, ну вот даже смотрим на эту фотографию, видите объем губ у Светланы, нос такой же. Мы видим только, что с возрастом меняется форма бровей. И как раз вот глаза, мейк и брови играют ключевую роль. Вот если мы, кстати, сейчас ради интереса посмотрим, как сильно отличаются фотографии до и после. Мы сейчас заблюрим глаза, заберем волосы. Ну, кстати, почти. Давайте мы еще изменим задний фон. Так, отлично, отлично. Ну вот вам результат. Кстати, следующий эксперимент, так скажем, пересадим брови. Ну, одним словом, если вернуть старые брови, то человек не изменился. И как видите, именно благодаря возрастным изменениям стала более яркой, более интересной. И так бывает, есть такой тип старения, когда с возрастом женщина становится более привлекательной. И это тот самый пример. То есть если ухаживать за своими волосами, то вы, уже меняетесь. И если мы сделаем еще такой же мейк, то мы получаем одинаковую Светлану через 15 лет. Значит, и скорее всего, Светлана не обманывает в своих интервью, что она не обращалась к услугам пластических хирургов. Или, возможно, это были минимальные 10-20-минутные вмешательства, но такая форма и объем губ, это видно, что это природное. Так, я нашел интересную фотографию, где сравнивают форму носа Светланы. По этому сравнению мы видим, что нос не изменился. Вы еще также должны понимать и знать, что нос худеет благодаря тому, что уходит жир. И нос становится более очерченным, он становится худее и часто меньше. Да, нос растет всю жизнь, то есть развивается хрящевая часть, иногда костная, но это опять-таки не у всех. Вот мы сейчас на этой фотографии моделируем возможное изменение Светланы, если она сделает ринопластику. Итак, например, мы делаем нос Светланы прямым. На своей рабочей странице часто показывал и рассказывал, что если убираем горбинку носа, то нос всегда кажется длиннее. Ну, объясню на примере Светланы. Видим горбинку, если мы ее убираем, то вот эта вот наивысшая точка, она перемещается сюда. И нос уже психологически кажется длиннее. Нужно укорачивать и сам кончик носа. И мы видим, что такая форма носа ей явно не идет. То есть должна быть гармония. Напишите в комментариях, нравится ли вам Светлана с носом после операции. Или нравится тот нос, который у нее сейчас. И на этой фотографии
мы с вами смоделируем, как будет выглядеть Светлана с таким носом и с маленькими губами, или же с новым носом и тоже с маленькими губами. Так, поехали. О, сейчас будет огонь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам образ Светланы без пышных объемных губ. Итак, моделируем возможную пластическую операцию. Сейчас еще чуть-чуть спинку возьму. Итак, мы с вами смоделировали результат возможной ринопластики для Светланы. Напишите, нравится ли вам образ Светланы с таким носом. И дополним этот образ менее объемными губами. Как вам новый образ для Светланы? Подходит ли ей ринопластика и уменьшение губ? Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, кого вы хотите увидеть в следующих выпусках, кого вы хотите обсудить и увидеть изменения.